Здравствуйте. Берите все, кто что может. У меня АЦЦ, шипучая таблетка от кашля. А вы можете себе налить чаек, можете кофе. Ну, а я теперь с удовольствием принимаю 3 раза в день таблетку АЦЦ. Мы сегодня съездили с Иваном на рынок. Ну, мы покупали картошку. Я думаю, мы, получается, очень часто закупаем картошку. Ну, примерно у нас на 2 недели уходит 2 мешка. Поэтому мы очень много покупаем картошки, очень часто ее покупаем. Нет смысла на всю зиму закупить столько, чтобы она проросла. Раньше мы так и делали, закупали 20-30, но сейчас мы этого не делаем. То есть мы покупаем впрок, она у нас еще есть, но мы едем и покупаем. Но мы сегодня купили по 36 рублей вот такую крупную, хорошую картошку. Хорошая, прям такая рассыпчатая, вкусная картошечка. 2 мешка. 2 мешка, да, мы купили, у нас еще есть. Мы еще купили, чтобы было впрок. Сейчас я выпью свой АЦЦ. Вкусно. Ой, вкусно. Поделимся, что сегодня купили, уложили детей. Поэтому теперь поделимся. Ну, мандарины они видели. Мы уже про них сегодня рассказывали. Мандарины мы купили по 75 рублей. Такие они красивые. Перед праздниками все подорожало. Раньше мы покупали по 50-60. Ну, а сейчас даже Иван говорит, вот я у него опять спросила, я по 120 видела, он даже видел по 150. Эти сладкие. Прям сладкие, да? Угу. Эти сладкие. И они прям, смотрите, абхазские. Я расстроилась, что на рынке вообще нет фейхуа. Всегда был забит рынок в это время фейхуа, но очень полезно. Я из него делала варенье. Ну, нету. Что еще купили? Купили 5 тортов. Такой тирамису. Этот торт мы в тот раз брали. Как он называется? Фантазийный. 2 тирамису. Карамельная фантазия. И пражский. Хоть я и пеку, но порой детям хочется вот такое магазинное. Мы не покупаем очень часто, но покупаем на такие мелкие мероприятия. И завтра в нашем доме намечается мероприятие. У детей завтра будет небольшой праздник с конкурсами, поэтому мы сегодня все делаем без них. Также мы купили 3 ананаса. Такие вот они шевелятся. Не знаю, у Ивана запало подозрение, что они подморожены. Не знаю. Но не текут, ничего, вроде спелые. Посмотрим. Вот огурчики я сегодня купила подмороженные. Немножечко. Я только дома увидела. Почему она при мне открыла новый ящик. И почему я не увидела, я не знаю. А помидоры Иван вообще купил и оставил на рынке. Тоже подмороженные были, я не стал брать. Пока я пошла, я в конфетный ларек пошла зайти. Хотела там разные штучки деткам купить, вот в пакетики положить. Ваня у меня вот эти покупки сделал. Ну ладно. Ябеда. Стресс мы пережили. Вот таких вот 3 ананаса по 350 рублей. Каждый ананас. В том году мы покупали за 250 рублей, в этом году за 350 рублей. Но вообще, это вот один мужчина, он в конце, мы его теперь узнали, один мужчина нам поделился, что они на рынке у него покупают, а здесь продают. И мы теперь сразу к нему-то и ездим. У него оптовые цены, вот по 350, а они там уже по 500 продают. Также купили, вот сегодня Иван уже 3 израсходовал на завтра. На завтра это купили или когда? Ну, в общем, видно будет. Разные такие они купили свечи. Бенгальские. Да, 3 штуки таких прям
В общем, хотят баловаться. Такие. Ой. Ой. Такие вот. И такие разные хлопушки. В общем, мужчины, что говорить, мужчины есть мужчины. Это 10 пакетиков. Сейчас будем конфеты раскладывать. Также купили такие 5 ложечек, 6 даже, на стол. Что-то набирать. Ну, что-нибудь будем. Главное, были бы ложки, а что набирать найдется. Найдется. Главное, ложки. И я себе купила еще за 200 рублей. Тут открывается вот так. Я люблю вот такие пакетики. Сейчас нашла, у меня там еще есть с замочком. Все хозяйки знают такие мешочки. Ну, уж очень они мне нравятся. Даже вот крупу какую-нибудь не израсходовала. И вот, чтобы порядочек был. Большой и маленький пакетик я такие купила. И вот маленькие такие же точно. Миниатюрненькие. Маленькие. Мне такие нравятся больше, чем без замочков. С замочками такие. Хорошие. Очень нравятся они мне. Они, конечно, подороже, но они того стоят. Так, ну и такой букетик у меня. Это завял, пока дела делали, сумки стояли. Это, ой, кинза, какая она вкусная. Я это пробовать не буду. И укропчик. Кинза и укропчик. Но это вот сегодняшние такие. И картошки 2 мешка. Это сегодняшние. Ну еще огурчики. Мы их порезали на салат. Огурчики мы купили по 240 рублей килограмм. И помидорчики. Да. Вкусные были помидорчики. Тоже съели, порезали. Но не мы. А это, до этого все закупалось. Это мы сейчас будем делить на кучки. Завтра будет у нас мероприятие. Ну вот. Подготовили с Иваном 10 поощрительных призов. Завтра у нас дома будут небольшие соревнования, небольшие конкурсы. Пытаемся подготовить, чтобы деткам было весело. Сладкий стол. И приготовили призы для всех. Победит, конечно, дружба, как обычно. Такие вот приготовили мы им пакетики. Такие конфетки, такие положили. Такие. Какие-то мушукусто какие-то. Не знаю. Это ананасовый вкус, это желе. Это чикопайка. Это такие уголочки. Это каждому по 3 яйца девочкам, мальчикам. Ой, для девочек яйца, в смысле, и для мальчиков яйца. Так, такая Твикс. Таких 2 штучки вкусные. Они любят у нас эти кокосовые. Фундук. Это паинька. Какие-то конфетки паинька. Вот эти очень вкусные. Им тоже они нравятся, кунжутные. Так. Дальше паркур. Шоколадные. Форт. Дальше хит кокос какой-то. Да баунти по-русски. Ага. Йогуртини. Какой-то йогуртини. Это чернослив курага. В шоколаде. В шоколаде, да. Наслаждение. С орешками 2 штучки. Самая спелая какая-то клубничка, наверное. Это саксаул.
Саксаул. Раньше у нас это Каракумбы каракумы были, а теперь саксаул. Этих аж на 4 молочных. Это тоже молочные 2 штучки. Это Славушка. Это же чернослив, по-моему. Сладкое созвучие. Конфетка какая-то красивая, мне кажется, какая-то нежная. Так, это аромат резиды. Батончик, наверное, какой-нибудь. Это Шокозаврики. шокозаврики, они им нравятся. Это еще Треугольнички. треугольнички, они тоже их любят. Это какие-то ширли-мырли. 3 штучки. Это созвучие еще такая. И по 2 мандаринки. Вот такие поощрительные призы у них. Я представляю, как Ваня маленький будет его завтра таскать. То есть вот такие у нас поощрительные призы. Пытаемся как-то ребятишек развеселить. На каникулах. Чтобы на каникулах они полностью были заняты не только просмотром телевизора или игранием в телефон. Девочки на канале попросили сделать майонез. И буквально сегодня попросили. У меня на канале есть 11 приемных детей. Я уже делала майонез, но я сама сегодня его не нашла. Так, берем сухую тару. Обычно я беру баночку 750 грамм и делаю на 3 яйца. Я не отделяю желток от белка. Некоторые отделяют, некоторые делают майонез на молоке. Я тоже делала, но нам он не зашел. Лично мне почему-то вот он не зашел. Кому нравится, хорошо, нормально все. Но я что-то не смогла. Не майонез это. Надо, чтобы была сухая чашечка. Выливаем яйцо. Выливаем яйцо. Ставим блендер. Погружной блендер беру. Соль. 1/4 ложечки чайной. Чайная ложечка сахара. Одна чайная ложечка горчицы. И тоненькой струйкой начинаем лить майонез. Лить масло подсолнечное. Так, чайная ложечка, чайная ложечка сока лимона. У меня концентрированный сегодня сок покупной. Можно чайную ложечку уксуса. Чем отличается? С уксусом, говорят, дольше хранится. Все, наш майонез готов. Вы знаете, хочу вам поделиться одним лайфхаком. Это очень часто бывает. Но у меня сейчас это не часто бывает. Но недавно, кстати, было. И я помню, моя племянница, она повар по профессии. Она однажды у меня спросила рецепт майонеза. Еще лет 10 назад. Этот вообще майонез мне дала моя свекровь. Она как-то купила посуду Цептор лет 15 назад. И там был рецепт этого майонеза. Вот именно так тоненькой струечкой делать. И вот у меня племянница взяла и звонит мне. И говорит: Света, почему майонез не густеет? В общем, то ли яйцо было сильно холодное у нее,
то ли масло сильно холодное, разной температуры. Но густеть не стало. Я ей говорю, возьми еще одно яйцо, разбей и блендером прям там же закрой и начинай взбивать. И все, и она позвонила и сказала, все, сразу, говорит, майонез загустел и майонез получился. То есть так вот на всякий случай вам говорю, чтобы вы продукты не выбрасывали. Если вдруг майонез не получается, не густеет, ну вот по неопытности бывает такое. Может быть яйцо холодное сильно, может быть масло сильно холодное, не одинаковой температуры. Тогда просто еще одно яйцо разбиваете и оно у вас обязательно сразу загустеет. Вот он майонез, который у нас получился. Сюда можно перчик разбить, сюда можно вбить сыр. Будет тогда сырный майонез. То есть экспериментировать можно хоть как. Ну вот это намного вкуснее, чем магазинный майонез. Очень вкусный. Ну вот по просьбе девочек, по просьбе подписчиц, друзей я сделала такой майонез сегодня. Попробовать? Попробовать. Оператор хочет пробовать. Очень вкусный. Я очень часто использую уксус. Это вот в советское время провансаль. Провансаль, да. Но это потому, что мы добавили горчицу. А если сыр, также вбить сыр, натереть на мелкой терке и вбить сыр, будет сырный майонез. То есть они же разные, есть с разными вкусами. Делайте. И если вдруг у вас первый раз не получится, вспомните, пожалуйста, что надо просто одно яйцо разбить, блендер поставить, и все сразу загустеет. И чтобы получилась 750-граммовая баночка, я беру 3 яйца, все умножаю на 3, и у меня получается 750-граммовая баночка. И взбиваешь сразу в баночке. Да, взбиваю сразу в баночке. До скорой встречи, друзья!